А вы знали, что в банке консервированных грибов может легально находиться до 20 личинок? Или что тертый сыр частенько разбавляют целлюлозой? А про зефиры жевательных мишек даже говорить страшно. Я расскажу про продукты, которые вы вряд ли бы стали покупать, если бы знали, как их делают на самом деле. А в конце покажу, из чего делают губную помаду. Бррр! И сколько мы съедаем ее за жизнь. Тертый сыр пармезан. Вот кто не любит пармезан? Я частенько покупаю уже тертый, точнее, покупал. Недавние исследования выявили, что некоторые производители тертого сыра пармезан добавляют в свою продукцию до 8-9% целлюлозы, что значительно выше обычных норм. Более того, в стремлении сократить затраты эти же производители могут смешивать дорогой пармезан с более доступными сортами сыра, такими как моцарелла и чеддер, чтобы удешевить производство, сохраняя при этом внешнее сходство с чистым пармезаном. Видимо, в этом и есть причина, почему некоторые хлопья пармезана не плавятся. Да уж. Сыр. Но и с обычным сыром стоит быть аккуратней. В составе многих высококачественных и дорогих сыров часто присутствует компонент, известный как сычужный фермент, который традиционно получают из желудочков молодых телят. Для его добычи, к сожалению, требуется убийство животных. Однако стоит отметить, что в современном сыроделии широко используются генетически модифицированные источники сычужного фермента. В этом случае ДНК коровы вводят в микроорганизмы, такие как бактерии, грибы или дрожжи, что позволяет получать необходимый фермент без причинения вреда животным. Но, думаю, про вред ГМО вы и так достаточно наслышаны. Консервированные грибы. А что скажете насчет личинок в консервах, которые считают нормой? Действительно, в пищевой промышленности существуют определенные нормативы, которые разрешают наличие небольшого количества нежелательных материалов, таких как волосы грызунов и части насекомых в продуктах питания. Эти нормативы устанавливаются для контроля качества и безопасности продуктов, но не предполагают полное отсутствие таких материалов. Например, правила могут допускать до 20 личинок в банке консервированных грибов. Это связано с тем, что полностью исключить присутствие нежелательных элементов в пищевых продуктах практически невозможно. Особенно в случае сельскохозяйственной продукции, где насекомые и другие мелкие организмы могут присутствовать естественным образом. Несмотря на существование этих стандартов, контроль за их соблюдением может быть различным в зависимости от страны, производителя и конкретного продукта. Поэтому, когда мы покупаем готовую или консервированную еду, действительно существует вероятность присутствия в ней микроскопически малых добавок. Кленовый сироп. А видели всевозможные рецепты оладушек, которые сверху поливаются кленовым сиропом? Аппетитно, не так ли? Но в индустрии сладких сиропов распространена практика, когда компании предлагают продукт, который только внешне похож на кленовый сироп, а на деле может являться чем угодно. Чтобы ввести в заблуждение потребителей, некоторые производители используют упаковку, напоминающие по форме и цвету традиционные бутылки с этим топпингом, но при этом избегают прямого упоминания о кленовом сиропе в названии продукта. Это создает впечатление, что предлагаемый сироп сделан из натурального кленового сока, хотя на деле в его составе могут быть использованы различные заменители и ароматизаторы. Оливковое масло первого отжима. Когда речь заходит об оливковом масле первого отжима, стоит быть особенно внимательным к выбору продукта. Существует риск приобрести не чистое оливковое масло, а смесь, в которой оливковое масло разбавлено более дешевыми растительными маслами, такими как подсолнечное или соевое. Эта практика особенно распространена среди некоторых брендов, представляющих свою продукцию как итальянское оливковое масло. По некоторым данным, значительная часть масла, продаваемого как итальянское оливковое, на самом деле может быть смесью различных растительных масел. Как проверить перед покупкой? Да, в общем-то, никак. Не стоит гнаться за ценой и покупать производителей, которых даже не знаете. Мармеладные мишки и зефир. А любите зефир или, может, мармеладных мишек, которых частенько дают детям? Однако мало кто задумывается о том, как именно они производятся. Основные ингредиенты мармелада и зефира, такие как сахар, сироп и вода, дополняются желатином, веществом, которое придает мармеладу и зефиру его уникальную эластичность и жевательность. Желатин получают из кожи, хрящей и костей коров и свиней, являющихся побочными продуктами мясной промышленности. Эти компоненты проходят
проходит процесс обработки, включая вываривание, высушивание и измельчение, превращаясь в конечный продукт – желатин. Для вегетарианцев и тех, кто ищет альтернативу животному желатину, существуют мармеладные изделия, изготовленные с использованием агар-агара – растительного желатина, получаемого из водорослей. Однако из-за более высокой стоимости растительного желатина по сравнению с животным, большинство производителей предпочитают использовать именно животный желатин для снижения затрат на производство. Куриные наггетсы. Многие думают, что наггетсы делаются из измельченной куриной грудки и даже покупают своим детям. Однако стоит знать, что курятина составляет лишь половину ингредиентов. Оставшаяся часть включает в себя кожу, кровеносные сосуды, кости, соединительные ткани и жир. К этому добавляют немного крахмала, сахар, соль, а также различные связующие вещества и наполнители, чтобы получился тот самый любимый многими хрустящий кусочек курицы. Что касается добавок, то для поддержания свежести и вкуса в наггетсы добавляют искусственные антиокислители, такие как бутан или третичный бутилгидрохинон, известные своим потенциально негативным влиянием на нервную систему. Звучит не очень здорово, не так ли? Трюфели. Настоящие трюфели являются редкостью в мире гастрономии, из-за чего их стоимость может быть весьма высокой, иногда доходя до нескольких сотен долларов за блюдо. Ввиду этого рынок наполнен множеством продуктов, которые заявляют о содержании трюфелей, но на деле являются лишь имитацией этих ценных грибов. Этот обман становится возможным благодаря применению определенных химических ароматизаторов, которые производители добавляют в продукцию. Эти ароматизаторы создают иллюзию присутствия трюфеля, воспроизводя его уникальный, тонкий и землистый вкус и аромат. Другой вопрос – насколько это полезно? И он остается открытым. Шафран. Шафран известен как одна из самых дорогих специй в мире, цена на которую может колебаться от 4 до 20 тысяч долларов за килограмм. Это обусловлено тем, что шафран производится из особых цветков крокуса, которые расцветают всего пару недель в году. Для получения всего лишь полкилограмма этой драгоценной специи необходимо собрать до 70 тысяч этих нежных цветов. Исходя из таких затрат труда и редкости растения, неудивительно, что на рынке встречается много подделок шафрана. Подделки могут быть сделаны из различных материалов, от кукурузных волокон и свекольной мякоти до пыльцы других цветов и даже мелких кусочков красной бумаги. Иногда производители могут добавлять небольшое количество настоящего шафрана к другим, менее дорогим специям, таким как куркума или красный перец, чтобы создать видимость подлинности. Чтобы убедиться в качестве и подлинности шафрана, рекомендуется приобретать специю, произведенную в Иране, который является крупнейшим производителем настоящего шафрана и отвечает за около 80% мирового производства шафрана. Существуют даже специализированные веб-сайты, которые позволяют проверить происхождение и производителя шафрана, обеспечивая таким образом уверенность в том, что вы приобретаете именно настоящую, а не поддельную специю, практически как при покупке какой-то дорогостоящей техники. Цитрусовые газированные напитки. А вы любите цитрусовую газировку? Может быть, спрайт или фанту? Этот освежающий напиток с его легкой шипучкой и кисло-сладким ароматом цитрусов на самом деле не содержит натуральных фруктовых ингредиентов. Вместо этого производители используют искусственные ароматизаторы, смешанные с веществом, известным как бромированное растительное масло. Это синтетическое соединение создается путем добавления брома к растительному маслу и применяется для улучшения смешивания жирорастворимых цитрусовых ароматов в безалкогольных напитках. Бромированное растительное масло также находит применение в различных непищевых продуктах и используется как пламя-гаситель. И оно реально может нанести вред здоровью при употреблении в больших количествах. Это масло ассоциируется с нарушениями эндокринной системы, репродуктивными проблемами и подавлением функций центральной нервной системы. В России использование этого ингредиента вообще запрещено из-за его потенциального вреда. Однако в США оно все еще широко используется в производстве таких популярных напитков, как Fanta Orange, Mountain Dew, клубничный лимонад Powerade и другие продукты известных брендов. Васаби.
А вы заказываете роллы? Васаби, известная зеленая приправа в японской кухне, на самом деле очень редко бывает натуральной, даже в тематических ресторанах. Большинство из нас пробовали не настоящий васаби, а скорее комбинацию хрена, горчицы и зеленого пищевого красителя. Подлинный васаби производится из корня растения васаби, который должен быть свеженатертым. Его уникальные вкусовые качества начинают угасать всего лишь через 15 минут после того, как его потерли. Интересный факт заключается в том, что всего лишь около 5% японских ресторанов по всему миру подают своим гостям истинный васаби. В оставшихся 95% случаях предлагаемая приправа – это лишь имитация, сделанная из других специй. Икра. Ну и куда же без осетровой икры? Но проблема в том, что ее научились подделывать, делая рассол из ароматизаторов и образуя икринки с помощью желатина. Такой продукт не имеет ничего общего с оригиналом, но на него можно нарваться у недобросовестных продавцов, ведь это один из самых востребованных деликатесов во всем мире. Кроме того, из-за избыточного вылова осетра и загрязнения естественной среды обитания, осетровые виды столкнулись с угрозой полного вымирания, что заставляет производителей мухлевать еще чаще. Соус шрирача. Соус со своим языколомательным названием шрирача, известный своим азиатским происхождением, стал любимым ингредиентом в кулинарии по всему миру. Он добавляет острую изюминку к различным блюдам многих кухонь. Однако, несмотря на его популярность, найти подлинный соус шрирача может быть непросто. Большая часть соуса, доступного на рынке, оказывается подделкой, не имеющей того же вкуса и качества, что и оригинальный продукт. Просто жижа с невероятным количеством присадок и ароматизаторов, чтобы повторить настоящий вкус. Бекон и колбаса. А знали ли вы, что во многих случаях, когда вам обещают бекон в ресторане, на самом деле предлагают соевый продукт с добавлением мясных ароматизаторов? Хотя соевые продукты могут быть полезными для здоровья, использование их в качестве заменителя бекона без явного указания на это является обманом потребителя. Подробное касается и с колбасами, которые мы так любим покупать в магазинах. Их делают из розовой слизи, переработанной массы, в которой смешались все остатки мясного производства. От костей и хрящей до кожи и потрохов. Все это разбавляется соевым белком, нитритной солью и усилителями вкуса. Ну что, вам еще хочется колбаски? Гранатовый сок. Сделать гранатовый сок в домашних условиях довольно трудоемкий процесс. Из-за большого количества отходов для получения всего лишь одного стакана этого богатого ароматом сока потребуется множество гранатов. Этот напиток известен своей выдающейся пользой для здоровья, включая укрепление иммунитета и сердечно-сосудистой системы. Однако коммерческий сок, который мы покупаем в магазинах, зачастую далек от идеала. Чтобы сократить затраты, производители могут смешивать настоящий гранатовый сок с другими, менее дорогими соками, разбавлять его водой и добавлять сахарный сироп, что значительно уменьшает его полезные свойства. А красители и ароматизаторы могут еще и добавить вреда для нашего здоровья. Крабовые палочки. А вы любите крабовые палочки? Несмотря на то, что их так называют, в их составе редко можно найти настоящее крабовое мясо. Даже если оно там и есть, то в составе нескольких процентов. В основном эти палочки изготавливают из мелко перемолотого филе минтая, к которому добавляют пшеницу и яичный белок для связки. Чтобы придать продукту характерный вкус, используют крабовые ароматизаторы, а для достижения привлекательного внешнего вида – красный пищевой краситель. Белый шоколад. Белый шоколад на самом деле не считается настоящим шоколадом в классическом понимании, так как в его составе отсутствуют твердые частицы какао, которые присутствуют в традиционном темном шоколаде. Вместо этого белый шоколад производится из масла какао, к которому добавляют сахар, ваниль и лецитин, жировой эмульгатор, а также различные молочные ингредиенты, придающие ему кремовую текстуру и сладкий вкус, включая и пальмовое масло. Кофе с немолочными сливками. Добавление немного сливок в кофе может сделать его вкус более мягким и снизить горечь. Однако, если вы используете не настоящие молочные сливки, а их заменители, то по сути молочного продукта в вашем кофе нет. Жидкие заменители сливок часто изготавливаются полностью из растительного масла. Но это не все. В их состав также входят текстуризаторы, такие как целлюлозный гель или целлюлозная камедь, которые производятся из древесной массы или хлопка.
белка, делая продукт более густым и однородным. К тому же в них может содержаться каррагинан, который может быть вреден для людей с воспалительными заболеваниями или проблемами пищеварения. Порошковые заменители сливок в этом плане еще хуже, так как содержат столько различных химических добавок, что могут даже воспламеняться. Чипсы Принглс. Чипсы Принглс отличаются от традиционных картофельных чипсов, ведь в их составе действительно меньше 50% картофеля. Вместо этого основой для Принглс служит смесь, включающая рисовую, пшеничную и кукурузную массу, а также другие ингредиенты. Картофель в этих чипсах используется в форме хлопьев, которые затем подвергаются процессу прессования, формованию в характерную форму, обжариванию и сушке. Для придания вкуса к чипсам добавляют различные порошкообразные ароматизаторы, что делает их вкус насыщенным и разнообразным. Взбитые сливки. Я вот всегда думал, что взбитые сливки в баллонах сделаны из обычных сливок. Однако на деле это оказалось не совсем так. Фактически, продукт в баллонах часто производится не из молочных сливок, а из пальмового масла, к которому добавляют сироп для сладости. Для тех, кто ценит натуральность и вкус, рекомендуется использовать обычные густые и жирные сливки, которые не только полезнее, но и лучше взбиваются, обеспечивая настоящий вкус и текстуру из детства. Губная помада. Мало кто знает, но одним из главных компонентов губной помады является ланолин – вещество, получаемое из овечьей шерсти. Ланолин, по сути, является воском, который извлекают в процессе очистки шерсти овец. Этот компонент делает помаду мягкой и увлажняющей. Таким образом, помада не только добавляет цвет и блеск губам, но и содержит ингредиенты, прямо связанные с животными. Интересный факт. Согласно статистике, среднестатистическая женщина за свою жизнь может съесть около 4 килограммов помады, а мужчины, которые целуют женщин, также невольно употребляют помаду, но в меньших количествах. Около 1,5 килограмм. В современном мире не стоит смотреть на красивую этикетку спереди, а лучше сразу смотреть на состав сзади. Если вы хотите больше подобных разборов, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Следите за своим питанием и до скорых встреч!